Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина перевернет ваш мир? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и делитесь с друзьями, конечно же. Итак, смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Знаете, вот хочется коротко сказать, вы сильный мужчина, которому безумно не хватает семьи. Вы очень семейный человек. Вот семья, дети, старики, вот старикам вы очень уважительно относитесь, да, вот у кого, допустим, еще живы родители, вы и заботитесь о них, и стараетесь и какую-то копеечку дать, и помочь. У кого, допустим, уже нет в этом мире, так сказать, да, ваших родителей, то вы, по крайней мере, всегда вот очень уважительно относились. Вас так воспитали, что вот семья, дети, родители – это самое важное и самое главное в жизни. Вы довольно такой человек, ну, настолько вот рассудительный, вы скорее даже не эмоциями пользуетесь. Вы скорее 100 раз подумаете, прежде чем что-то сделать. Но обычно серьезные мужчины так и поступают. Да, сердце, душа – это все хорошо, это потрясающе. Но то, что касается каких-то важных решений, особенно если это по работе, то вы всегда все хорошенько взвесите, чтобы принять правильное решение. Вы такой человек очень справедливый, вы очень любите порядок еще. Может проигрываться, что вы любите, знаете, чтобы каждая вещь лежала на своем месте. Вот все должно стоять, вот по полочкам должно стоять. Но вы почему-то себя чувствуете, ну, настолько вот одиноко. Да, вам хочется семьи, вы очень целеустремленный человек, даже может проигрываться, что некоторые из вас уже начали что-то делать для того, чтобы либо познакомиться с женщиной, либо же уже у вас начались отношения, да, самое начало отношений, вы присматриваетесь, но вы именно встречаетесь с той целью, чтобы это перешло уже именно вот в семью, да, пусть даже это будет гражданский брак, но вам хочется стабильности, вот именно постоянного партнера. Я не вижу, что вы любитель каких-то развлечений, таких вот девочек менять. Абсолютно. Вот вам нужно, знаете, вот свой дом. Вот вы любитель своего дома. Вам нужна постоянная любимая женщина, допустим, дети рядом, да, и больше для счастья ничего не надо. Вот такой вы семейный человек, до мозга кости просто семейный. Вы еще может проигрываться, что вы довольно большой любитель вот путешествовать. Но путешествовать вам бы хотелось, конечно же, со своей второй половинкой. И даже, может быть, у вас были периодически, ну, либо когда-то у вас возникали мысли, что вот хорошо иметь бы домик на берегу моря, да, либо же подольше побыть где-нибудь на отдыхе, вот там за границей, на море отдохнуть, да, вот такой вот вы мечтатель. В принципе, деньги вы, если хотите, вы и на отдых, и на путешествия вы можете заработать. Либо же они у вас, в общем-то, есть, вы откладывать умеете деньги. Я не вижу, что вы транжира. Вы такой, что вы еще скорее другим поможете, да, вот более слабым, и материально поможете, и советом каким-то. Ну, то есть вы всегда можете подставить плечо. Вы такой очень надежный товарищ. Так. Хотя сейчас, знаете, вот может проигрываться, что поскольку вот рядом женщины нет, ну, я имею в виду, не живете, да, вот постоянной семьи, если нет, то вот вам, знаете, иногда вот хочется почувствовать себя таким вот безалаберным мальчишкой. Даже не то, чтобы почувствовать, а вот бывает такое состояние, ну а перед кем мне вот наряжаться, да, вот особенно дома это касается. Вот вы можете ходить там, я не знаю, в растянутых трениках, вы можете ходить небритым, и даже может не возникать особого желания, потому что, ну, рядом нет любимой женщины, ну, а для кого я буду лишний раз бриться, да? Ну, на работу хорошо, ну, побрился.
То есть можете вот, может у некоторых проигрываться, что немного вы себя так распустили, особенно дома. Вот что хочу, то и делаю. Вот я расслабился, да, вот застраивать некому, наряжаться, марафетиться не для кого. Ну, тоже может такое проигрываться. И четко, вот у нас уже вторая карта выпадает, но вам настолько хочется семьи, вы настолько семейный человек. Плюс еще у некоторых из вас может проигрываться такой момент, что вы все-таки еще ждете весточку из прошлого, весточку от бывшей. Вот несмотря ни на что, вы еще надеетесь, вот если бы она, ну, как бы пришла, либо написала, то вы бы еще подумали, может быть, вы бы ее и простили. То есть тоже может это проигрываться. Также еще может у некоторых проигрываться, что сейчас у вас идут судебные тяжбы какие-то. Это могут быть как сам развод, так и там суды, алименты, дележка имущества. Ну, то есть вот эти вот юридические судебные дела, в которых, в принципе, вы выйдете победителем. Я не вижу никаких особо проблем у вас с этим. Там все в суде, все решится, ну, как бы по справедливости, да, вас не обидит никто. Итак, смотрим. Какая женщина пришла к нам на расклад, которая перевернет ваш мир? Так. Но это будет женщина-подарок. Вот сразу же мне идет информация женщина-подарок. Вот именно семейного склада. Я не могу сказать, что она супер-пупер королевишна будет. Она будет, знаете, вот, ну, обычная такая, ну, среднестатистическая женщина. Не знаю, может быть, я кого-то огорчу, может быть, вы там супер раскрасавицу хотели себе. Но это будет, пусть она не такая раскрасавица, но она будет именно домашняя. Такие женщины созданы для того, чтобы стать настоящей именно матерью, хозяйкой и создавать уют. Вот именно такая женщина будет сидеть и верно ждать дома, покорно слушаться, варить борщи, встречать с горячим ужином после работы. Вот она именно нацелена на то, чтобы встретить мужчину, который будет ей надежным тылом, да, вот надежным другом. Именно на семью она рассчитана. Эта женщина, скорее всего, ну, она будет темноволосая, но она настолько вот, знаете, идет такая энергетика вот тепла, уюта какого-то, да, прям до мурашек. Вот настолько она такая, может быть, и рукодельница, она и хорошая куховарка, и хозяйка. Ну, то есть вся работа у нее в руках горит просто. Она 10 дел может делать одновременно. Напишите в комментариях, нравятся вам такие женщины, либо же вы все-таки хотите красивую, ухоженную королевишну, с которой вы будете идти и гордиться, да? Хотя я все-таки думаю, важнее, наверное, какая женщина вот и в быту. Да, внешность важна, конечно. Но вот именно как женщина держит быт, какая она хозяйка, это очень и очень немаловажно для любого мужчины. Хоть сейчас такой век, что многие мужчины лучше, чем женщины, приготовят кушать и все сделают. Я уже не говорю про то, что машинка постирает, да, пылесос тоже есть, и роботы-пылесосы, и вся эта техника, что, в общем-то, мужчина прекрасно сам все может даже делать. У вас будут с ней, знаете, такие вот в чем-то даже, ну, я не знаю, как назвать, наверное, больше, ну, старомодные, что ли, отношения, да, будет больше романтики. Это будут отношения, они построенные прям на интиме, да, конечно же, не без интима, это понятно. Но вот, знаете, вот будет такое ощущение родственной души. Вот эта женщина станет вашей родственной душой. Она может и по возрасту быть, ну, где-то приблизительно вашего возраста, может быть, там плюс-минус несколько лет. Ну, в общем-то, практически вы ровесники. Но вот вам будет интересно с ней, вот как на этой карте, да, вот нарисовано, просто посидеть, просто пообщаться, да. Это для кого-то романтика, не романтика, но это, знаете, такое классное состояние, когда вам даже помолчать вдвоем приятно. Есть потрясающее выражение, оно мне очень сильно нравится, что настоящий, по-настоящему хороший интим с тем,
с кем хорошо даже без интима. Просто вот вдумайтесь в эту фразу, да, то есть это вот про таких женщин, что с ней хорошо даже помолчать, с ней хорошо просто сидя на лавочке, обо всем и ни о чем говорить, просто держа за руку, да. Это реально как родство душ какое-то. То есть это настолько потрясающий тандем у вас будет, что вот вы иногда будете себя дергивать и думать, это со мной вообще или не со мной, или это мне приснилось, да? Ну вот как-то так, вы сами не поверите, что ну неужели такое счастье пожаловало в мою жизнь. Так, что еще давайте, что у вас будет в отношениях? Так. Знаете, она будет переживать, вот она, да, не раскрасавица, она потрясающая женщина, но она не такая вот звезда королевишна. Я думаю, вы понимаете, о какой женщине я говорю. Но она будет очень сильно переживать, чтобы вас не увела никакая вот там красота заморская, да? Вот она тоже, она ведь женщина, а все женщины, в общем-то, мы понимаем, какие вокруг ходят охотницы на чужих мужчин, на чужих мужей, да. И вот у нее будет почему-то проигрываться страх, она будет переживать, чтобы вас никто не увел. Поэтому вот я вам бы советовала, вот когда вы уже там сблизитесь, когда будут у вас уже стабильные отношения с этой женщиной, вот давайте ей понять, может быть, на словах, плюс на действиях, что кроме нее вам никто не нужен. Это очень важно для любой женщины. Вы можете и говорить комплименты, вы можете и говорить, как вам хорошо, спокойно и комфортно с ней, да. То есть у нее должна быть уверенность, что вас никто не уведет, потому что, ну, как бы женщины в зеркало тоже смотрятся, да, и она понимает, что пусть она, ну, самая обычная внешность, да, она не страшилище какое-то, ну, обычная внешность. И такие женщины, вот я вам скажу опять же секрет. Ну, конечно, это женщины с заниженной самооценкой. Они прекрасно понимают, что вот она такая вот вроде бы простенькая, да, кто-то их серыми мышками называет. И они комплексуют очень сильно. И они думают, что вот эти вот все фифочки раскрасавицы, они могут увести их мужчин. И они таким образом занимаются самоедством и очень сильно переживают. Они могут так себя сами в комплексы вогнать. Поэтому я вам, ребят, очень сильно настоятельно рекомендую. Вот давайте понять своей женщине, это всегда, в любых отношениях, так, с кем, с этой, либо с другой, это я вам вообще на перспективу говорю. Давайте женщине уверенность, что она вам нужна, что она для вас самая красивая, что она самая умная, самая лучшая, да, и кроме нее вам никто не нужен. Это очень важно, это всегда нужно повторять. Думаю, даже мужчине понравится, да, если бы женщина вам начала и комплименты говорить. Я думаю, любой мужчина согласится, что когда вот вы чувствуете себя уверенно, женщина, когда вы понимаете, вы слышите и вы чувствуете, что вы нужны, когда женщина вам будет говорить, что мне кроме тебя никто не нужен, ты у меня самый лучший и так далее, то я думаю, это дорогого стоит, да, и тогда реально вырастают крылья, и уже, ну, по-настоящему никто не нужен, да. Это твой любимый родной человек, которому ты нужен, а для мужчины нужность, именно состояние чувства нужности, это очень важно. Поэтому, ребята, смотрите, у вас будет потрясающая женщина, с которой вы можете реально создать семью, но просто вот нужно себя правильно немного вести, чтобы она вот лишний раз не переживала, да, вот она будет переживать, чтобы вас никто не увел. Не давайте ей лишний раз без повода переживать, накручивать, да, ну а из-за вот этих всех накручиваний могут потом и разные все ненужные проблемы появляться. Поэтому все у вас будет потрясающе. Эта женщина реально перевернет ваш мир. С этой женщиной вы почувствуете себя и нужным, и любимым. Вы почувствуете то, что вы давно уже не чувствовали, а может быть даже и позабыли. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И всем пока!